Один-два раз. Еще раз о многослойной живописи. Многих пугают сложные техники. Им кажется, что писать а-ля Прима в один прием проще и логичнее. Да и художники перестали массово использовать многослойный метод где-то в XIX веке. Хотя, кажется, последнее время намечается его возрождение, например, в ученических программах американских, европейских и даже наших университетов. А многослойная живопись, она хороша не только для копирования, но и для авторских работ. И это на самом деле не усложняет процесс, а наоборот упрощает. Упрощает решение конечной задачи, в том числе и при работе с натуры. Представьте, мировой рекорд прыжка в длину с разбега составляет почти 9 метров. Да так, далековато. Зато преодолеть такое расстояние тройным прыжком не кажется чем-то невозможным. Результат в расстоянии будет одинаковым, зато приложенные усилия несоизмеримы. И в таком случае этот результат будет доступен даже непрофессиональному спортсмену. Многослойный метод письма в живописи – это тоже тройной прыжок. Это последовательное решение для получения общего качественного результата. Закрепляя на каждой стадии выполнения задачи, можно переключиться на новую задачу, на ее выполнение и уже не думать о предыдущей. При этом мы можем проиграть во времени, но выиграем в качестве, и результат наш будет более предсказуем и стабилен. Например, в многослойном голландском методе мы используем белый грунт, теплую монохромную пропись, где закрепляется рисунок, разбираются основные тоновые отношения. Правда, мы еще не используем самый темный и самый светлый тон. Пока еще можем сделать границы предметов слегка размытыми. Это необходимо, чтобы у нас оставалось пространство для маневра. В основном живописном слое мы можем уже не думать о рисунке и тоне, сосредоточиться на цвете, оставить просвечивание монохромной прописи в тенях. Мы тем самым обеспечиваем общую такую цельность и некое единообразие теней. В лессировочном слое мы корректируем все. Подсвечиваем белесые цвета, смягчаем касание предметов, проверяем локальный цвет объектов, добавляем яркость акцентом. А вот в многослойном итальянском методе мы двигаемся еще более мелкими шагами. По темному грунту мы намечаем основной рисунок и усиливаем тени. Затем мы наносим так называемый мертвый слой. Холодный слой поверх теплого, плотный поверх прозрачного. Мы можем оставить почти нетронутыми тени, но плотно прописываем цвета и полусвет, полутень. Места поворота формы. После высыхания в основном живописном слое мы будем решать задачи цвета. При этом еще более уплотняются цвета. Может показаться, что мы просто перекрашиваем мертвый слой, но это не так. Этот основной цветовой слой, он не везде плотный, он может быть нанесен в притирку или даже жидко, например. Да? При этом используется намеченный, заранее намешанный на палитре, как такой теплый базовый цвет. Мы используем его чуть темнее, чуть светлее. Холодные же оттенки на рельефах в свету и в основном повороте формы, они будут достигаться просвечиванием нашего мертвого слоя в нужных местах и в необходимой пропорции. Мертвый слой является некой контрастной подкладкой и очень помогает в подборе цвета. По высыхании лессировки помогают скорректировать тон, цвет, касание, общую цельность. Сложность копирования заключается в том, что вы видите готовую картину старого мастера, конечный результат. Вы видите, например, зеленый фон, фактурный желтый мазок и рыжий рефлекс. А вам нужен тройной прыжок. Учитесь смотреть послойно. Для этого нужен опыт и понимание физики цвета, понимание преломления света в конкретном случае. Вы можете попытаться, конечно, намесить именно этот цвет на палитре и положить его на холст.
Ну, результат будет похож с расстояния 1 метр. Ну, то есть это будет похоже, как мел на сыр. Но, поняв многослойность, вы увидите, что вот этот зеленый цвет фона – это всего лишь индиго-черное в разбеле, а сверху желтый лак. Вы увидите, что фактурный мазок выполнен чистыми белилами, и сверху положена желтая лессировка. Краска затекла в углублении мазка, и эти места выглядят чуть темнее. Вы увидите, что рыжий рефлекс – это белый грунт, светится сквозь тонкий слой сжженной умбры. И вот если вы повторите это именно так, это будет похоже на живопись старых мастеров уже с расстояния 10 сантиметров. Поэтому нужно идти в музей и смотреть на подлинник. И если вы не просто зритель, всего лишь получить удовольствие от созерцания – это слишком расточительно. Надо анатомизировать картину, просчитывать слои, понять фокус. Итак, суть многослойного метода заключается не в том, чтобы сделать лишнее движение, а в том, чтобы решить многоуровневую задачу по частям. А тот, кто говорит, что живопись Рембрандта или Караваджо технически недостижимая планка, и предлагают нам довольствоваться современной мазнёй на тему креативных идей, такие недохудожники, они лентяи и неучи, которые так и не начали заниматься живописью как таковой. Да.